Этим роликом я начинаю делать ремонт на балконе. Площадь балкона довольно-таки большая и хотелось бы максимально использовать его для жизни. Что будет сделано? Во-первых, это утепление. Произведем монтаж теплого пола. Установим раздвижное окно. Выполним финишную отделку стен. Укладку мелкоформатной плитки на пол. И покрасим белую раму. Друзья, всех приветствую на своем канале, с вами как всегда Павел Сидорик, и это канал о ремонте и отделке. А теперь обо всем по порядку. Еще на начальном этапе демонтажных работ с балкона была удалена старая стяжка от застройщика. После удаления стяжки по периметру стен осталась пустота. Также был удален порог из блоков под окном. Пространство заполнили монтажной пеной. Предварительно все было обеспылено и увлажнено водой. Это самый простой и теплый способ заполнить пустоту. После того, как пена схватилась, она обрезается за подлицо со стеной. Дальше из экструзионного пенополистирола была сделана демпферная лента по периметру балкона. Затем, перед заливкой стяжки, на пол уложили листы из экструзионного пенополистирола. Снизу балкон застеклен, поэтому использовали листы 20 мм. Листы приклеиваются на плиточный клей, чтобы пенополистирол не играл под стяжкой. После утеплителя была сделана цементно-песчаная стяжка с армировкой, точно такая же, которую я делал во всей квартире. Все это было сделано на этапе стяжки. Кто хочет посмотреть ролик про стяжку, ссылочка будет вот здесь или в описании. Вот небольшой отрывок из ролика про стяжку. Раствор М300, армировка сеткой 10 на 10, стягивается все по маякам. Дальше по плану замена обычного окна на раздвижную систему. Замена начинается с демонтажа старого окна. Старое окно само по себе неплохое, это тоже окна века, но очень неудобное. Распашная дверь шириной в 1 метр открывается практически на пол комнаты. Демонтаж производили вдвоем с подсобником. Рама настолько большая, что не пролазит ни в одну дверь, поэтому просто пришлось ее разбить на части и вынести на мусорку. Дверь, которую сняли, просто отдал бесплатно в деревню. Так как был демонтирован порог, то нужно, соответственно, на эту же высоту уменьшить проем. Для этой цели использовал экструзионный пенополистирол и пену для утеплителя. Посередине при помощи коронки сделал отверстия и закидал их штукатуркой, для того чтобы у оконной рамы была жесткая опора.
Возникает закономерный вопрос. Зачем уменьшать проем, ведь можно просто больше по размеру сделать окно. На самом деле это критический размер. Застройщик все рассчитал, это максимальный размер окна, стеклопакет которого может влезть по диагонали в лифт. Потому что поднимать стеклопакет размером с лист гипсокартона по лестнице – это сомнительное удовольствие. Скорее всего, придется нести не один стеклопакет, а сразу несколько запасных. В конечном итоге получился вот такой вот проем для установки раздвижной системы. Сбоку стены из керамзита и бетона, сверху монолитная балка с экструзионным пенополистиролом. Что касается балконной рамы, то я решил ее не менять, а просто покрасить. На самом деле мы ее не смогли поднять. Вышка, которая маленькая, она не дотянулась. Та, которая большая, стоит на смену дороже, чем сама рама в 1,5 раза. На крышу, которая внизу, нас не пустили, чтобы поднять снизу. В общем, куча всего, и мы просто не смогли его поменять. Поэтому я просто решил его покрасить. Самые большие проблемы с установкой нового окна – это, как обычно, подъем рамы и стеклопакетов на 15 этаж. Стеклопакеты пришлось вынимать и все это по отдельности поднимать наверх. Работа ответственная, можно разбить стеклопакеты и поцарапать раму. Раздвижная система из профиля Века Softline 70, колированный в массе и покрытый пленкой Века Spectral. Пленка дает глубокоматовое покрытие, а также устойчиво к загрязнению и царапинам. Хорошо, хоть рамы с трудом, но все-таки вошли в лифт. Теперь все готово для установки раздвижного окна. Так как целая рама слишком большая, она не проходит ни в один дверной проем, а с улицы раму поднять нет возможности. Поэтому конструкция состоит из двух частей. На производстве эту конструкцию собрали, прикрутили направляющие, все проверили, затем разобрали и привезли на объект для установки. Первым делом нужно собрать конструкцию в одно целое и соединить две рамы. Для этого используется соединительный профиль и лента PSUL. Профиль по длине отрезается при помощи болгарки. Вставляется по краям, а в середину клеится PSUL. Затем две рамы защелкиваются между собой при помощи струбцин и резиновой киянки. Когда все стало на место, сверлится отверстие и рама стягивается соединительными элементами. Внизу рамы делаются отверстия под анкеры. По периметру крепятся монтажные пластины.
Рама устанавливается в проем, выставляется по уровню, а также нужно учитывать, чтобы расстояние под косом было одинаковое. Внизу рама крепится при помощи анкеров, опирается конструкция на пластиковых линиях с двух сторон. Затем крепится к боковым стенкам на дюбеля. Вверху тоже анкеры. Перед установкой со створки снимается защитная пленка. Внизу прикручивается направляющая рельса, отверстия под нее сделаны на производстве. На рельсу ставится створка. Затем верхняя направляющая продевается через створку. Сбоку завести дверь возможности нет. Затем вместе со створкой направляющая планка прикручивается вверху в заранее сделанные отверстия. Дверь сдвигается и по очереди закручиваются саморезы. После раму нужно запенить. Перед запениванием основание по периметру смачивается водой. Дальше с двух сторон все запенивается монтажной пеной. Теперь можно устанавливать стеклопакеты. Главное ставить их правильной стороной. Штапики забиваются резиновой киянкой. Последние штрихи – это регулировка створки, чтобы все плавно открывалось и закрывалось.
Вот как выглядит дверная система с параллельно сдвижной фурнитурой. Открывание происходит путем сдвига створки. Оконная створка сначала подается на себя, а затем съезжает по направляющему рельсу в сторону. Утапливание створки в раму происходит само собой, не требует значительных физических усилий. Вот как выглядит нижняя направляющая. А вот как выглядит верхняя направляющая. У двери есть три положения. Первое, когда створка откидывается. Второе положение, дверь закрыта. И третье, дверь съезжает в сторону. Смета на материалы и работу. Ну что, ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Желаю всем хорошего настроения, до новых встреч! No, you've been a good friend, and that's in the thick and thin.